Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать пляжную сумку и шляпку для кукол. Выкройку шляпки на любую куклу можно сделать и самим. Для начала измерим обхват головы куклы. У меня это 15 сантиметров. Сначала начертим поля шляпы. Для определения диаметра окружности разделим обхват головы на число π, то есть на 3,14. Получается примерно 4,8 сантиметра. И для радиуса разделим это число на 2. Получаем 2,4 сантиметра. Берем циркуль и чертим окружность с радиусом 2,4 сантиметра. Это будет внутренняя окружность полей. Для внешней окружности навскидку я возьму 4,5 сантиметра. Чертим ее из того же центра. Далее донышко шляпки. Для него измерим диаметр макушки. У меня он составляет 3,4 сантиметра. Делим его на 2 и получаем радиус 1,7 сантиметра. Чертим дно шляпки. Теперь рассчитаем тулью. Можно использовать уже начерченную внешнюю окружность. Прибавим к этому диаметру 2 сантиметра и начертим дугу все из того же центра. Примерно обозначим серединки на двух дугах. Для расчета внутренней длины окружности воспользуемся обратной формулой. Умножим радиус донышка на 2. И затем это число умножим на число π. У меня получилось примерно 10,7 сантиметра. Можно довести это число до кратного 2. Берем сантиметр и, найдя середину этой длины, то есть 5,4 сантиметра, совмещаем ее с меткой на окружности. Изогнув сантиметр, отмечаем длину с двух сторон. Поступаем также и с внешней окружностью тульи. У меня она равна 15 сантиметрам. Соединяем отметки прямыми линиями. И осталось только вырезать все части. Выкраиваем детали из ткани. У меня это тонкий хлопок. Прикладываем поля лицевой стороной друг к другу и сшиваем их по внешней окружности. Выворачиваем на лицевую сторону. По выкройке вырезаем поля из бумаги и вкладываем это кольцо внутрь тканевых полей. Теперь берем донышко и прикладываем его к внутреннему краю тульи и сшиваем их по кругу. Выворачиваем. Делаем отсечки на припусках у тульи и на внутренней окружности полей. Прикладываем верхушку к полям и сшиваем потайным швом по лицевой стороне. И на изнанке делаем стыковочный шов тульи. На обоих припусках сверху вырезаем произвольные выемки, оставляя зубцы. А также вырезаем бумажный круг с радиусом на 1 мм меньше донышка и наклеиваем его прямо на ткань. Я буду использовать клей Момент Кристалл. После этого подклеиваем все зубчики к бумажному кругу. И теперь можно декорировать нашу шляпку. Например, я возьму вот такой кусочек плетеных обоев и отрежу полосочку. Наклеиваю по кругу на стенки шляпки. Из полоски ткани делаю бантик. Пришиваю декоративную пуговку в центр и приклеиваю бантик на шляпку. А также приклеиваю еще пару пуговок и декор для ногтей.
Для сумки нам понадобится прямоугольник плотной бумаги 12 на 5,5 см. Складываем его пополам и загибаем снизу примерно 1 см. Выгибаем дно гармошкой. Теперь берем длинную полоску ткани примерно на 3 см шире бумажной. Наносим немного клея над верхним сгибом дна и приклеиваем край ткани примерно по центру. Оборачиваем ткань через край, промазываем полностью дно и также другую сторону. Лишнее срезаем. Делаем разрезы по бокам на уровне дна. Складываем деталь, полностью обернутой стороной наружу. И теперь сшиваем боковины между собой швом через край. Фиксируем швы клеем на стороне петелек. И затем приклеиваем к боковинам свободные язычки. После этого аккуратно выворачиваем сумку. Из тех же плетеных обоев вырезаю гармошку по размеру дна и боковин. Приклеиваю обои ко дну и к стенкам. Делаю надрезы по бокам и срезаю длинные уголки с нижней части. Приклеиваю сначала ее, а затем и боковые части. Также можно сделать кармашек. Вырезаем из ткани подходящий прямоугольник, загибаем и подклеиваем его края по периметру. И приклеиваем кармашек за 3 стороны. Для ручек отрезаем полоски шириной примерно 2 см. Подклеиваем по длине 1/4 ширины. Делаем также с другого края. И склеиваем пополам. Срезаем уголки на концах и приклеиваем ручки к сумке. Немного деталей. И все готово. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Заходите ко мне и в другие соцсети. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!